Глава 981. Свирепая обезьяна. Бай Яои мельком взглянула на меч и махнула рукой, создав несколько световых мечей длиной фут, которые врезались в ледяную стену, оставляя на ней глубокие отметины. Хань Ли изменился в лице при виде этого. Проверив меч несколько раз, на ее лице появились сомнения. За столько лет духовная природа меча не исчезла. Его хозяин, должно быть, потратил немало усилий на его создание. Судя по его мощи, он, очевидно, принадлежал культиватору на поздней стадии формирования ядра. Однако это само по себе странно, что кто-то такого уровня смог добраться до этого места. «Могу я взглянуть на него?» — спросил Хань Ли. «Не нужно быть вежливым, просто возьми его», — сладко улыбнувшись, она щелкнула пальцем, направив летающий меч к Хань Ли. Хань Ли вытянул руку и поймал его. Осмотрев его, он нахмурился. Брат Хань что-то обнаружил. С любопытством спросила Бай Яои. Лезвие меча закалено только голубой кристаллической эссенцией. Это не очень мудрое решение. Если эссенцию смешать с другими материалами, мощь меча была бы выше. Однако, эти техники закаливания не были широко известны десятки тысяч лет назад, а талисманные иероглифы на рукояти выглядят довольно старыми. Хотя хозяин этого меча не был древним культиватором, он все равно принадлежал к давно ушедшей эпохе. Глубокие знания брата Ханя в изготовлении инструментов поражаю. Удивленно воскликнула Бай Яои. Ничего особенного, просто мне посчастливилось прочитать несколько материалов из архивов по изготовлению мечей. Затем он повернулся и спокойно сказал: «Может, мы зайдем внутрь и проверим, сможем ли мы найти еще что-то?» «Конечно, идем», — недолго думая, согласилась Бай Яои. Она первой вошла в пещеру, накрыв себя световым зонтом. Хань Ли улыбнулся и указал на несколько летающих мечей над ним, заставив их превратиться в барьер золотого света, а затем последовал за ней. В пещере было совершенно темно, а из глубины можно было услышать только звуки ветра и слабый свист. Призрак, казалось, обнаружил их, потому что звуки его свиста стали еще оглушительнее. «Поскольку это место не слишком большое, мы с ним легко справимся», — пробормотал Хань Ли. Он поднял руку и вызвал сверкающий белый лунный камень. Хань Ли ударил по нему заклинанием, и камень засиял ярким светом и осветил их окружение. Из-за блокирующих инских ветров отдаленные области были все еще тусклыми. Углубившись в пещеру метров на 200, они заметили еще один вход, слабо испускавший зеленый свет. Хань Ли и Бай Яои переглянулись между собой. Все пещеры, через которые они проходили до сих пор, были исчерпанными рудниками. Насторожившись, они все двинулись вперед, поскольку обладали достаточно высоким уровнем культивации, считая, что им нечего бояться. С зонтиком над ней Бай Яои подошла к входу, но, заглянув внутрь, ее лицо побледнело. Хань Ли вскоре появился рядом с ней и заглянул внутрь. Пещера была шириной в 100 метров и вся заполнена сталактитами, а слабое зеленое сияние исходило от стен и потолка. В самом центре стояла каменная колонна высотой 10 метров. Хотя во внешнем виде колонны не было ничего примечательного, на ней висел скованный цепями высушенный труп. Длинные седые волосы безжизненно свисали с головы, прикрывая всю его брюшную полость с высохшими органами. Не говоря уже о Бай Яои, даже Хань Ли был поражен этим жутким зрелищем. Он поджал губы, собираясь что-то сказать, как вдруг синий меч в его руке издал протяжный крик и задрожал. Осознав что-то, он подбросил меч в воздух. Меч тут же выстрелил в колонну, превратившись в свою первоначальную форму, а затем развернулся у трупа и снова закричал. Этот труп когда был хозяином меча. Кажется, что у него извлекли золотое ядро, и поэтому его тело было лишено жизни, вздохнула Бай Яои. Хань Ли холодно сказал: он умер не своей смертью. Его использовали в качестве живой жертвы для нечестивой техники. Живая жертва. Бай Яои наконец заметила ограничительную формацию шириной 40 метров в пещере. Она не сразу заметила ее из-за плотного слоя пыли. Хань Ли кивнул: не знаю, является ли эта формация формацией для жертвоприношения. Я подойду поближе и посмотрю. Предоставь это мне, улыбнувшись, Бай Яои выплюнула миниатюрный кристаллический веер. Во вспышке ледяного света веер расширился до фута в длину и пролетел вглубь пещеры. Веер поднял пыль в воздух, заслоняя вид всей пещеры. Однако, благодаря свету, который окружал их тело, Хань Ли и Бай Яои могли спокойно осмотреть формацию, словно пыль никак не влияла на их зрение. В этот момент за 40 метров позади них слабо засиял темный свет, а затем появился черный силуэт. Он оставался неподвижным в наклонном положении. Когда черный силуэт заметил, что они не отреагировали, из его глаз вспыхнул багровый свет, и его тело бросилось вперед. В момент атаки он наклонил голову и взвизгнул, выпустив черную полосу в сторону Бай Яои. Силуэт собирался атаковать их одновременно.
Хань Ли внезапно поднял руку и вызвал руку из лазурного света. Он метко схватил черный силуэт, удерживая его на месте. Что касается полосы, направляющейся в сторону Бай Яои, она грациозно выдвинула зонтик перед собой. Зонт выпустил вспышку белого света при контакте с черной полосой и с легкостью отразил атаку, оставив в каменной стене дюймовую дыру. Бай Яои улыбнулась, глядя на силуэт, захваченный рукой света. У силуэта было тело змеи, покрытое в черной чешуей, длиной 15 метров, лицо обезьяны и две гротескные руки, в каждой из которых был футовый костяной шип. Несмотря на то, что монстр был схвачен, он изо всех сил пытался вырваться, злобно смотря на них своими багровыми глазами. Свирепая обезьяна. Они на самом деле существуют в этом мире. Бай Яои испугался, увидев монстра. Хань Ли взглянул на призрака и небрежно сказал: «Я слышал, что этот призрак — это то, что конденсируется из человеческой злости в области плотной инь. Он чрезвычайно злобен, любит убивать и поедать мозги живых людей. Кроме того, он способен имитировать любой призрачный звук. Похоже, это он издал свист усовершенствованного трупа. Я просмотрел немало записей, но впервые сталкиваюсь с таким призраком. Однако он не особенно силен, и напасть на нас для него было самоубийством». Бай Яои фыркнула и с отвращением посмотрела на свирепую обезьяну. Какой смысл удерживать это чудовище? Было бы лучше убить его. Затем она указала на него, выпустив полосу синего света, которая тут же обвелась вокруг призрака и запечатала его в слой льда. Хань Ли молча улыбнулся и приказал руке света приложить силу, раздробив замороженного монстра на мелкие кусочки. К тому времени пыль, поднявшаяся в воздух, осела, но они уже ясно видели ограничительную формацию. Хань Ли прищурился и спокойно подошел, чтобы осмотреть его дальше. Бай Яои, казалось, не была заинтересована этим и вместо этого перевела взгляд на стены пещеры. Через некоторое время Хань Ли сказал: «Это заклинание предназначено для очищения призраков и является очень древним». Также Бай Яои снова обратила свое внимание на формацию и озадаченно спросила: «И что?» Кроме того, кажется, что формация намного старше, чем высушенный труп. «Похоже, она установлена здесь с древних времен», — уверенно сказал Хань Ли. Бай Яои удивленно уставилась на Хань Ли. «Вот как? А как брат Хань смог определить это?» Хань Ли усмехнулся. «Я знаю это по своему опыту». Бай Яои слегка усмехнулась и не стала дальше поднимать эту тему. «Тайны этой области не имеют к нам никакого отношения. Поскольку здесь больше ничего нет, давай уйдем». Она подняла руку и взяла в нее синий летающий меч, а затем положила в сумку для хранения. Хань Ли кивнул, и они начали уходить. Но как только они подошли ко входу, Хань Ли внезапно почувствовал какое-то странное, неприятное ощущение. Он невольно остановился и уставился на высохший труп. «Что-то не так?» — удивленно спросила Бай Яои. Хань Ли ответил не сразу. Вместо этого он перевел взгляд вглубь пещеры. Раздался приглушенный звук грома, и из кончиков его пальцев вспыхнул золотой свет, ударив по высохшему трупу на каменном столбе тонкой дугой молнии. Глава 982. Несокрушимые чевкающие демоны. Бай Яои с удивлением увидела, как золотая молния внезапно поразила серый труп, превратив его в кучу белого пепла во вспышке света. Хань Ли молча нахмурился, а затем спокойно сказал: «Идем». Кажется, я стал параноиком. Затем он зашагал большими шагами. Бай Яои последовала за ним с безразличной улыбкой. Вскоре после этого двое продолжили свой путь через другой проход. Когда они отошли на достаточное расстояние, пурпурный свет вдруг поглотил черный иньский ветер, образовав угольно-черный силуэт, который вышел из-под каменного столба в пещере. Черты силуэта были размыты, словно он был полностью сделан из тени. Все, что можно было разглядеть в нем, так это пара пылающих зеленых глаз. Он взглянул на остатки свирепой обезьяны на входе и повернулся взглянуть на пепел от высушенного трупа, а затем отскочил от земли и сделал нечто неожиданное. Силуэт впитал в себя каждую частичку пепла высохшего трупа в свое тело, а затем слегка вскрикнул и выпустил черную ци, которая полностью обернулась вокруг его тела. Ци клубилась какое-то время, а затем приняла форму уничтоженного высохшего трупа. На этом все не закончилось. Силуэт шагнул к выходу и притянул к себе останки обезьяны иньким ветром. В черном ветре лед растаял на глазах, а затем остатки обезьяны слились вместе, образуя неповрежденную свирепую обезьяну. Зарычав, зверь встал на четвереньки, напоминая собаку. Труп вытянул свои черные когти и погладил зверя по голове, а затем уставился на выход из пещеры, словно погруженный в свои мысли. Раскаты грома и крики агонии послышались на вершине гигантской горы в Наньцзяне.
Около 100 культиваторов в черных одеждах атаковали светло-желтый барьер своими магическими сокровищами и инструментами. Огненный барьер покрывал большую часть области и защищал дюжину культиваторов в желтых одеждах, каждый из которых с огромными усилиями размахивал разноцветными флагами в попытке усилить свою единственную защиту. Поскольку их было довольно мало, барьер все еще колебался перед их пораженными ужасом глазами. В небе, в километре над землей, находился культиватор среднего возраста с внушительной внешностью. На нем были желтые одежды, а цвет его лица был полностью бледным. Вокруг него были окружены 5 белых дымоподобных фигур. «Брат секты, почему ты не отпустишь клан Хе? Я встречался с мастером секты призраков несколько раз. Если ты останешься на нашей стороне, я хочу, чтобы этот клан покинул мир культивации и никогда больше не появлялся. Кроме того, это Наньцзян. Если ты будешь действовать неосторожно, ты будешь спровоцировать неприятности». Хотя культиватор среднего возраста знал, что дела плохи, надежда не покидала его. Внезапно со всех сторон послышался загадочный голос: «Твой клан Хе уже согласился подчиниться нашей секте рассеивающейся инь, но когда пришло время, вы предали нас. Думаешь, это шутка? Не думай, что мы не сможем найти вас только потому, что вы переехали в префектуру Наньцзян. Ради репутации нашей секты нам придется заставить ваш клан исчезнуть, а твоя отрубленная голова послужит хорошим пример для правильного поведения других наших подчиненных. Ты покончишь с собой или мне лично разобраться с этим? Если я воспользуюсь своими несокрушимыми чевкающими демона, от тебя даже скелета не останется». Услышав это, сердце культиватора в желтом ушло в пятки. Внезапно снизу раздался мощный взрыв, и культиватор в желтой одежде быстро перевел взгляд вниз в сильной тревоге. Он увидел, что барьер, защищающий его людей, был разрушен. Его лицо совершенно побледнело. Культиваторы секты рассеивающейся инь, окружавшие поместье, обрадовались и наполнили воздух ярким светом, полностью подавляя тех, кто находился внутри. «Как ты смеешь?» Недолго думая, культиватор в желтом похлопал по сумке для хранения и выпустил вниз желтого питона длиной 10 метров. «Тебе не нужно вмешиваться в дела наших младших. Не хочешь лично продемонстрировать силу своего небесного блока?» После того, как этот таинственный голос сказал это, один из белых силуэтов, окружающих культиватора в желтом, дрогнул и помчался за питоном. Зловещий блеск вспыхнул в глазах желтого питона, и он широко раскрыл пасть, пытаясь проглотить белый силуэт. Фигура молча дрогнула и превратилась в белый трехметровый череп. Питон попытался остановиться, но было уже слишком поздно. Череп в хриплой какофонии выплюнул изо рта нить, которая тут же обмотала голову питона, не давая ему сдвинуться с места. Пораженный ужасом, питон стал пытаться вырваться изо всех сил, размахивая хвостом, как булавой, по черепу, но так и не смог нанести ему ни малейшего урона. В ответ изо рта черепа вспыхнул серый свет и прошел вдоль нити. Потом произошло нечто неожиданное. Серый свет распространился по всему телу питона и словно высушил его. В мгновение плоть питона полностью исчезла, обнажив кости. Однако череп на этом не остановился. Он встряхнул белую нить и втянул в рот кости питона, а затем прожевал их, громко чавкая. Увидев смерть питона, которого он культивировал в течение многих лет, на лице культиватора в желтом отразился след обиды. Затем он посмотрел на белые силуэты, которые все еще окружали его, и хлопнул себя по затылку, выплюнув сверкающий желтый блок, размером в несколько дюймов. Сделав жест заклинания, он указал на блок, приказывая ему увеличиться. Блок сделал круг в воздухе и тут же увеличился в размерах. В мгновение блок увеличился до 30 метров в длину. Он засиял ослепительным светом, а на его поверхности стали блуждать странные талисманные символы, создавая поистине удивительное давление. Скрытый культиватор вздохнул и спросил: «Это и есть небесный блок?» «Я несколько разочарован, он не соответствует своей репутации. Кажется, я просто позволю своим демонам сожрать тебя». Не успел он это сказать, как силуэта дрогнула и медленно направилась к культиватору в желтом. Культиватор в желтом, казалось, не обратил внимания на пренебрежение врага и, мельком взглянув на силуэты, издал оглушительный рев, заставив блок над ним вращаться в воздухе с удивительной скоростью. Благодаря массе кирпича он мгновенно создал торнадо, скрывая внутри себя культиватор. Однако белые силуэты проигнорировали это и метнулись прямо в торнадо. «Вы сами напросились». Из торнадо вырвались бесчисленные полосы света в виде блоков длиной в фут. С приглушенными ударами они были отброшены этими световыми полосками. В этот момент из торнадо вырвалась желтая полоска, мгновенно преодолев расстояние в 60 метров. Затем раздался леденящий кровь вой, за которым последовало несколько хлопков. 4 белых силуэта метнулись за полоской света, исчезнув вдали.
Внезапно перед культиватором в желтом появилось странное колебание, а затем и 4 белых силуэта во вспышке серебряного света. Затем они молча бросились к культиватору. Сильно встревоженный, он внезапно остановился и поспешно сделал жест заклинания, приказав блоку 10-метрового размера разбить их, но силуэты расплылись, как только блок коснулся их, словно их там и не было. Культиватор запаниковал и поспешно взмахнул рукой, выпустив сверкающий синий талисман, который он приготовил заранее. Талисман быстро расплылся, испуская светящийся синий туман, остановив все белые силуэты. Однако культиватор не почувствовал ни нотки облегчения, когда белые силуэты вдруг взревели странным смехом, рассеивая синий туман. Культиватор внутренне выругался при виде этого и поспешно окутал себя ярким светом, готовясь бежать. Но прежде чем он смог взлететь, перед ним появилась белая ци, и белые силуэты прошли сквозь его защитный свет и исчезли в его теле. Не успев среагировать, он внезапно почувствовал, как напряглась его зарождающаяся душа, а его тело стало горячим, будто кровь закипела. Это было последнее ощущение, которое он почувствовал в этом мире. Если бы кто-нибудь еще был рядом, они бы увидели, что плоть культиватора в желтом превратилась в шелуху. Его зарождающаяся душа была поглощена белыми силуэтами, как только вошли в его тело. Вскоре они вылетели и превратились в черепа, свирепо похрустывающие частями его тела в качестве закуски. Другой белый силуэт в конце концов полетел назад, и 5 фигур встали в один ряд. В поместье внизу было совершенно тихо, и оттуда влетел старик в черном халате. Он появился перед белыми силуэтами и почтительно поприветствовал их: «Отдаю дань уважения великому старейшине. 72 культиватора клана Хе мертвы. В их клане еще есть 300 смертных, я жду вашего решения». «Убей их всех», — коротко сказал голос. «Как прикажете», — старик быстро удалился. Таинственный голос угрюмо приказал: «Подожди, старейшина Ге ранее упомянул, что культиватор, который убил 4-го старейшину нашей секты и захватил знамя рассеивания призраков, возможно, находится в Наньцзяне. Поскольку этот вопрос еще не решен, все культиваторы должны заняться выяснением его местонахождения. Я буду следить за этим местом в течение года. Если появятся какие-либо его следы в другом месте, я тут же уйду. Отправлюсь. Как я могу позволить, чтобы сокровище нашей секты попало в руки посторонних?» Старик замер, а затем он с уважением ответил: «Да, как прикажете». После этого он в виде черной полоски света спустился вниз. Раз он смог убить моего 4-го младшего боевого брата, у которого было знамя рассеивания призраков, и избежать преследования храма бесконечного неба, разобраться с ним будет сложнее, чем с этим ничтожным кланом Хе. Голос пробормотал про себя со следами интереса. Глава 983. Черные кристаллы. Почти месяц спустя, у подножия Иньянской пещеры, Хань Ли стоял в гигантской ветреной пещере, сложа руки в жесте заклинания. Дюжина золотых мечей вращалась вокруг него, разрывая бесчисленное количество мотыльков, опутывающих его тонкими линиями черной ци. Мотыльки были абсолютно черными, длиной в несколько дюймов. С каждым взмахом крыльев они выпускали в него тонкие ветреные клинки, но все они с легкостью блокировались золотым светом. Но с каждым упавшим мотыльком на его место приходили двое. На лице Хань Ли появилось угрюмое выражение. Он подбросил сумку для хранения духовных зверей и выпустил рой сверкающих золотых жуков. Когда черные мотыльки столкнулись с роем жуков, их количество внезапно стало сокращаться, поскольку все больше и больше из них падало на землю. При виде этого Хань Ли вынул большинство своих летающих мечей и шагнул вглубь пещеры. Инские ветры дули здесь с гораздо большей интенсивностью и мешали его более духовному чутью видеть даже на 10 метров впереди. По крайней мере, ему не нужно было беспокоиться о том, что его преследуют мотыльки. Дойдя до приблизительного центра пещеры, его глаза сияли синим светом, позволяя ему ясно видеть окрестности. Осмотревшись, он разочарованно вздохнул. Он прошел 60 метров, а затем выпустил камень лунного света и поднять его в воздух лазурным светом, освещая вокруг себя радиус в 10 метров. В белом свете в его поле зрения вошел черный кристалл размером с череп, торчащий из стены. Кристалл мерцал призрачным светом и безостановочно выпускал черных мотыльков, которые роились в направлении Хань Ли и ослепительному лунному камню. Однако золотые прожорливые жуки перехватывали их на полпути, но когда жуки изубивали, мотыльки просто исчезали, словно их никогда не было. Это третий, но он может использовать ближайшую иньскую ци для создания темных иньских мотыльков. «Как странно», — пробормотал Хань Ли. Присмотревшись, Хань Ли увидел, как черный кристалл испустил вспышку черного света. С треском в воздухе появился мотылек шириной в метр. Он свирепо уставился на Хань Ли малиновыми глазами.
Хань Ли приподнял бровь при виде его и щелкнул пальцем, выпустив вспышку золотой молнии, рассеяв мотылька в одно мгновение. Хотя этот мотылёк определенно обладал некоторыми специфическими способностями, божественная дьявольская молния была его естественным заклятым врагом. Затем Хань Ли без колебаний потянулся к кристаллу, и перед ним появилась большая рука сверкающего синего света. Она вытащила кристалл из стены. В тот момент, когда кристалл был захвачен, иньские ветры в пещере уменьшились более чем наполовину. Все мотыльки превратились во вспышку черной ци и рассеялись на ветру. Хань Ли не был удивлен этому, потому что с двумя предыдущими кристаллами, которые он нашел в других пещерах, произошло то же самое. Эти кристаллы вызывали у Хань Ли большое любопытство, но он решил отложить этот вопрос на потом. После своего первого возвращения к старику Фу для возобновления применения защитного света темной фиолетовой жемчужины он расстался с Бай Яой. Теперь, когда она не следовала за ним, Хань Ли полностью использовал свои способности. Медленно продвигаясь внутрь, за последние несколько дней он продвигался быстрее остальных. Он также чаще сталкивался с высокоранговыми призраками, но его летающие мечи и золотая молния легко отражали их атаки. Ему даже не пришлось использовать зверя плачущей души. Становилось понятно, почему высокоранговые культиваторы не исследовали иньянскую пещеру. Глубоко внутри он не нашел практически ничего, кроме нескольких заброшенных магических инструментов и низкоранговых рудных жил. Но несколько дней назад, когда он преследовал призрака, он случайно вошел в маленькую пещеру. Изначально он мало интересовался ей, поскольку призрачная иньская лошадь, которую они искали, не могла выжить вместе с такими мощными иньскими ветрами. Кроме того, частые иньские ветра в пещере заставляли его потреблять еще больше магической силы, даже под защитой темной фиолетовой жемчужины. Таким образом, ему было бы довольно трудно проникнуть глубже внутрь, но после того, как он обнаружил первый черный кристалл, ему стало интересно исследовать глубины. Под защитой божественной дьявольской молнии и тысячелетним духовным молоком, которым он пополнял свою магическую силу, ему было нечего бояться. Хань Ли ни в одной записи прежде не встречал этих черных кристаллов. Хотя на первый взгляд они напоминали кристаллы дьявольской эссенции, они были совершенно другими. Они были не такими твердыми, как кристаллы дьявольской эссенции, и не содержали в себе дьявольской ци. Они выглядели странными драгоценными камнями, которые были конденсированы внутри этих пещер в течение бесчисленного количества лет, но они также содержали большое количество иньской ци. Когда Хань Ли обыскал десятки пещер, ему удалось найти всего 3 таких кристалла. Первые 2, которые он нашел, были размером с кулак, но третий и самый последний был размером с череп и мог производить призраков. Осмотрев его и обнаружив, что кристалл никак не реагирует, он прикрепил к нему несколько ограничительных талисманов, а затем положил его в большую нефритовую коробку и убрал в сумку для хранения. Бегло осмотрев пещеру, чтобы убедиться, что он ничего не пропустил, он удалился в проход, откуда он пришел. Пройдя еще километр, он наткнулся на другую маленькую пещеру, в конце концов обнаружив, что туннель становится все более узким. В конце концов его встретила ледяная стена. Хань Ли вздохнул, но все еще продолжал идти вперед. Он поднял руку и выпустил полосу лазурного света, которая глубоко погрузилась в ледяную стену. На этом Хань Ли не остановился, прижал к стене руку и выпустил свое духовное чутье. Не найдя никаких механизмов или ограничений, он повернулся и двинулся назад, не задумываясь. На обратном пути он был в несколько раз быстрее, чем когда продвигался вперед. Хотя он не знал точную форму иньянской пещеры, они должны быть близко к сердцу пещеры, учитывая разнообразие призраков, с которыми они столкнулись. Однако ни одному из них еще не удалось обнаружить никаких следов призрачной иньской лошади, к большому нетерпению Хань Ли. Так как он спешил изготовить веер 3 огней, готовясь к этому путешествию, поэтому он не хотел возвращаться с пустыми руками. Для культиватора зарождающейся души было чрезвычайно трудно пробиться на более позднюю стадию. Все культиваторы на средней стадии зарождающейся души небесного южного региона были благословенными гениями, и только 3 из этих талантов смогли пробиться на позднюю стадию зарождающейся души. И хотя в Великой империи Цзинь больше культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, они все еще были большой редкостью. В результате Хань Ли решил использовать искусство объединенной сущности с Мупелин, чтобы преодолеть узкое место на поздней стадии зарождающейся души, но не было 100% гарантии успеха. Теперь, когда таблетка культивации зарождающейся души появилась перед ним, он не мог упустить такую возможность. И если бы они действительно не смогли найти призрачную иньскую лошадь, ему нужно было бы узнать, сможет ли он приобрести лекарственную формулу этой таблетки у старика Фу. Хотя шансы на это были невелики, если бы он смог получить формулу, он мог бы поискать призрачную иньскую лошадь в другом месте. В конце концов, в мире было много мест, где иньская ци накапливалась естественным образом.
Размышляя над этим, Хань Ли пролетал через туннель. Но вдруг выражение на его лице изменилось, и он уставился вперед. Мерцание зеленого света вспыхнуло перед ним и полетело в его направлении. В ответ он мгновенно взмахнул рукавом, выпустив перед собой лазурный туман. Зеленый свет был захвачен туманом и приблизился к нему, обнажая сверкающий меч с прикрепленной к нему красной нефритовой пластинкой. Хань Ли поджал губы и притянул к себе нефритовую пластинку, выпустив меч в воздух. Зеленый меч слегка зазвенел, сделал круг в воздухе, а затем исчез в инском ветре. Хань Ли проигнорировал это и погрузил свое духовное чутье в нефритовую пластинку. Они нашли следы призрачной инской лошади. Через мгновение Хань Ли с улыбкой отозвал духовное чутье из нефритовой пластинки. Затем взмахом руки он вызвал белую пластину формации. Постучав по ней, она засверкала лазурным светом и стала таким же глянцевым, как зеркало. В разных местах пластины появилось 4 разноцветных огня. Он посмотрел на положение света и тут же убрал пластину, полетев вперед на большой скорости. Через полдня Хань Ли достиг перекрестка с 4 путями, где медитировали культиватор Юань и старик Фу. Темная фиолетовая жемчужина неподвижно парила над головой старика. Когда Хань Ли прибыл, он спросил: «Господин даосист Юань, ты ее нашли?» Врно усмехнулся культиватор Юань, и на его лице появилась легкая улыбка. Призрачная инская лошадь находится в этом коридоре, но она чрезвычайно хитрая. Я не смог поймать ее, а только заблокировал выход и стал ждать вас. Хорошо, с улыбкой кивнул Хань Ли. Раз мы знаем ее местонахождение, поймать ее вопрос времени. Старик Фу радостно сказал: младшая боевая сестра Чан и госпожа Бай все еще довольно далеко. Давайте подождем. Когда мы все будем на месте, поймать ее будет проще. Услышав это, Хань Ли почувствовал облегчение и тоже сел. Несколько часов спустя женщина в черной одежде и Бай Яой присоединились к ним. Узнав эту новость, они тоже обрадовались. Установив у входа несколько простых формаций, они быстро вошли внутрь. Вскоре после этого из-под земли внезапно вспыхнул темный свет, в котором вдруг появилось 3 черных, абсолютно высушенных трупа. Грудь трупов была полой, а на их телах отсутствовала плоть. Несмотря на это, они уставились в сторону группы Хань Ли глазами, сверкающими холодным зеленым светом. Глава 984. Трупный волк. Группа культиваторов двинулась на восток по коридору и осмотрела все попутные пещеры. Будучи очень бдительными, только 3 обыскивали пещеры, в то время как 2 оставались позади и охраняли туннель, не давая призрачной инской лошади сбежать. Вскоре после они добрались до ничем не примечательной пещеры, где культиватор Юань обнаружил лошадь. На этот раз женщина в черной одежде и Бай Яой охраняли туннель, а остальные вошли внутрь. Войдя, они обнаружили нечто странное. Здесь не только инские ветры были очень слабыми, но внутри также было довольно тепло и комфортно. В углу было немного мягкого песка и куча редкого теплого нефрита. В воздухе чувствовался слабый аромат, напоминающий смесь сандалового дерева и лекарств. Присмотревшись, они обнаружили на песке следы лошадиных копыт, но несколько меньшие по размеру. Это действительно призрачная инская лошадь. От следов копыт и запаха в воздухе старик Фу взволнованно потер руки. Лицо культиватора Юаня засияло красным светом, и он сказал: раз брат Фу подтвердил это, значит, так и есть. Давайте продолжим поиски, проход вперед не очень широк. Хотя в туннеле могут быть и другие развилки, если мы будем очень осторожны, мы в конечном итоге найдем ее. Старик Фу кивнул: да, это разумно. Мы внезапно его прервали звуки взрыва, и земля под ними стала неустойчивой, потому что вся пещера затряслась от свирепого рёва. Их тела тут же встревоженно засветились, и они метнулись в направлении шума. В мгновение ока они вернулись тем же путем, которым пришли. 2 женщины смотрели впереди с шоком, когда громоподобные шаги сотрясали землю, а каждый шаг становился все более жестоким, словно их источник приближался. Затем послышался мощный рев. Все 5 культиваторов переглянулись между собой, а затем каждый из них достал свои магические инструменты и принял защитную позу. Хотя черный инский ветер мешал им видеть далеко, глаза Хань Ли вспыхнули синим светом, что позволило ему увидеть призрака в 300 метрах от него. Его дыхание похолодело от его вида. Это был огромный волк, покрытый зеленым мехом. Его рост был около 10 метров, с головой размером с небольшое здание и огромными малиновыми глазами. 4 его когтистые лапы были остры, как лезвие, и с каждым шагом глубоко врезались в землю. Хань Ли больше всего тревожило его зеленое трупное пламя, которое извергалось из пасти каждый раз, когда он ее открывал.
Всякий раз, когда зеленое пламя касалось ледяных стен, оно оставляло глубокие борозды, светящиеся зеленым светом. Трупный волк. Название внезапно вспыхнуло в голове Ханли, но обычный трупный волк должен был быть обычным призраком. Даже более крупные трупные волки не были такими гигантскими. Размер этого монстра далеко превосходил то, что было в записях. Кроме того, его аура была ужасающей. Как раз, когда он собирался предупредить остальных четверых, его глаза внезапно увидели что-то скрытое в голове огромного волка. Это призрачная инская лошадь. Что это значит, брат Хань? Старик Фу удивленно повернулся к Ханли. Грозный призрак впереди нас вместе с лошадью, коротко ответил Ханли. Призрачная инская лошадь. Другие обрадовались, услышав это. Они едва могли рассмотреть гигантского волка сквозь инские ветры. Хотя они не могли понять его истинную форму, величина монстра заставляла их сердце дрожать, и радость на их лицах быстро исчезала. Женщина в черном угрюмо щелкнула пальцами, выпустив дюжину сфер белого света. Сферы не атаковали огромного волка, а вместо этого взлетели вверх и взорвались высоко в воздухе. Ослепительно белый свет осветил туннель и позволил им увидеть зловещую форму волка. Они тут же неосознанно изменились в лицах. Учитывая их огромный опыт, они все могли бы сказать, насколько грозным был этот враг. Но кроме этого они увидели, что на голове волка лежало что-то белое. Хотя оно было наполовину погружено в мех, это напоминало белую лошадиную голову с зелеными глазами. Все, будьте осторожны. Мы не можем позволить призрачной инской лошади сбежать. Этот трупный волк, кажется, подвид демонического зверя. Хотя это может оказаться довольно хлопотным боем, мы 5 легко сможет убить его. «Госпожа Бай, ты отвечаешь за захват призрачной инской лошади». Сказав это, для нас 5 должно быть легко убить его. Товарищ Даос Бай, старик Фу хлопнул по сумке для хранения и выпустил сверкающие черным светом цепи. Он полетел вперед и обвил их вокруг гигантского волка, как змея. Другие тоже быстро приняли меры. Женщина в черном выпустила 3 алых летающих меча. Культиватор Юань достал нефритовый кулон, который тут же превратился в нескольких крылатых скорпионов, и Ханли выплюнул несколько летающих мечей, которые метнулись вперед в волне света. В это время Бай Яой взмахнула рукой и вызвала полупрозрачную сеть. Сверкнув ярким ледяным светом, сеть превратилась в белый туман и окутала призрачную инскую лошадь на голове волка. Хотя они действовали вместе впервые, огромное количество их сокровищ поражало. Призрачная инская лошадь быстро отреагировала. Заметив приближающиеся атаки, он спрыгнула с волчьей головы, чтобы снова скрыться. Глаза трупного волка вдруг мелькнули зеленым светом, и его вой прекратился. Он раскрыл пасть, выпустив мощный поток темно-зеленого пламени навстречу приближающимся магическим сокровищам. Какое-то время пламя сдерживало сокровища, не позволяя ни одному из них приблизиться к трупному волку. Несколько крылатых скорпионов не успели увернуться и через мгновение превратились в пепел. Белая сеть, выпущенная для поимки призрачной инской лошади, также была задержана зеленым пламенем. Бай Яой холодно фыркнула при виде этого. Поскольку Северный ночной дворец был местом вечного снега, все ее техники и сокровища были ледяного элемента, поэтому она с полным презрением относилась к этому огню. Прежде чем кто-либо из других предпринял дальнейшие действия, Бай Яой сделала жест заклинания, и вокруг ее тела вспыхнул свет, выпустив волну белой ци. Окутанная этим сверкающим белым светом, она выглядела как богиня льда. Внезапно температура воздуха упала, в результате женщина в черном и культиватор Юань задрожали от холода. Огромный волк, казалось, чувствовал, что его дела плохи, и глубоко вздохнул, выпустив еще один поток пламени. Примерно в то же время Бай Яой выплюнула кристаллический веер, который сделал круг вокруг нее, а затем усилил ледяной свет. Затем в воздухе послышался вой, и ледяной ветер метнул в волка бесчисленные осколки льда. Зеленая и белая сила столкнулись, заглушая магические сокровища в момент столкновения. Пещера задрожала от взрыва при их столкновении. Пламя трупного волка было по-настоящему грозным, раз оно было способно на равных сражаться с его естественным врагом. Лицо Бай Яой покраснело от ярости при виде этого. Она еще раз махнула веером и приложила в ветер еще большей магической силы. Пока эта битва разворачивалась, остальные не остались без дела. Старик быстро указал на призванные им цепи. С грохотом они загорелись черным пламенем, которое тут же превратилось в несколько десятков копий, мгновенно образуя огромную сеть над волком. Женщина в черном пробормотала заклинание и выпустила 3 красных летающих кинжала. Они задрожали в воздухе, а затем слились в 3-метровый меч, метнувшись вперед. Культиватор Юань убрал нефритовый кулон в руке и заменил его синей тыквой.
Он выплюнул густой пурпурный туман, который медленно распространялся в направлении к волку. Увидев, как другие используют свои великие способности, Хань Ли слегка вскинул бровями и небрежно взмахнул рукавом. Из его рукава вспыхнула красная линия и тут же исчезла из поля зрения. Невероятное количество атак подавило волка, и он не мог больше выносить это. Черные пылающие цепи и красная полоса мечей постепенно оттеснили трупное пламя, пробиваясь сквозь густой пурпурный туман. Хотя он был не очень умным, он почувствовал, что приближается опасность. Его тело вспыхнуло зеленым светом, а фигура внезапно сжалась. Громко проревев, из его пасти вырвался плотный заградительный зеленый свет, окутавший 5 культиваторов. Культиваторы предвидели это, но никто из них не осмеливался недооценивать атаку и использовал все свои способности, чтобы блокировать ее. В этот момент волк поджал хвост и сбежал, чем шокировал культиваторов. Глава 985. Призрачные демонические нити. Как только трупный волк двинулся бежать, рядом с ним вспыхнул багровый свет, обнажив красную иглу. Она мелькнула, пронзив его зеленое пламя, а затем в тело волка на невероятной скорости. Огромный волк тревожно попытался увернуться и избежать атаки, но игла уже пробила его шею. Раздался оглушительный вой, а черная ци, скопившаяся вокруг его лап, исчезла в близлежащих иньских ветрах. Культиваторы при виде этого очень обрадовались. «Догнать ее!» — крикнул кто-то. Культиваторы тут же засветились и полетели за лошадью. Однако из сумки на поясе Хань Ли раздался крик. Хотя он был слабым, Хань Ли сильно изменился в лице, а затем махнул рукой, выпустив несколько лазурных ударов мечом на расстояние более 30 метров. По мере приближения атаки из земли появилось несколько угольно-черных фигур, светившихся черным светом. Один из них с легкостью отразил атаки лазурных мечей. После этого иньские ветры начали извергаться с большой силой, и эти 3 фигуры были частично скрыты. Это были те же 3 высушенных трупа на развилке, куда пошли культиваторы. Было неизвестно, как они уклонились от ограничительной формации. Своё присутствие им тоже удалось скрыть какой-то мощной техникой. Как только Хань Ли и остальные собирались преследовать лошадь, один из высохших трупов, в момент небрежности, раскрыл своё присутствие, в результате чего зверь плачущей души обнаружил его. Эти высушенные трупы были разного роста, с полностью высохшими телами. Хань Ли даже вспомнил, что видел такое раньше, когда поразил один такой труп и превратил в пыль. В то время как Хань Ли был удивлен этим, все остальные были встревоженно вскрикнули. Как этот разложившийся труп может двигаться? В изумлении закричала женщина в черном. Когда я видела его прежде, в нем не было ни следа жизни. Бай Яой также была особенно удивлена, поскольку ранее обнаружила такой труп вместе с Хань Ли. Вы узнаете этих призраков? Нам некогда возиться с ними. Сначала мы должны поймать призрачную иньскую лошадь. Брат Хань и господа Чае, разберитесь с призраками, а мы отправляемся в погоню за лошадью. Если она снова спрячется, трудно будет ее найти, хотя старик Фу был очень встревожен появлением 3 таинственных призраков, он, очевидно, отдавал приоритет захвату призрачной иньской лошади. С его точки зрения, Хань Ли и его младшей боевой сестры будет несложно разобраться с этими странными усовершенствованными трупами, а у них 3 не будет проблем с трупным волком. У остальных культиваторов возражений не было. Женщина в черном и Хань Ли кивнули в знак согласия, старик Фу и остальные без колебаний полетели в направлении трупного волка. Затем Хань Ли убрал летающую иглу и встал рядом с женщиной в черном халате, оба они смотрели на высохшие трупы холодным взглядом. Хотя техники призрачного Да были невероятно хитрыми по своей природе, Хань Ли с ужасом обнаружил, что один из них смог пережить удар божественной дьявольской молнии. Однако снаружи он все еще сохранял спокойствие, несмотря на то, что стал намного бдительнее. Женщина в черном была старейшиной секты 9 безмятежностей, обладала большим пониманием как дьявольских, так и призрачных техник. Она не смела недооценивать эти трупы, и ее гигантский красный меч вращался над ней, сверкая ослепительным светом, защищая ее, а не нападая. 3 трупа, стоящие перед ними, атаковали первыми. Высокий труп сделал 2 больших шага вперед и раскрыл пасть, выплюнув в сторону женщины серую нить. «Ты сам напросился». Угрюмо фыркнула она. Взмахнув рукавом, она выпустила дюжину огненных шаров. Огромный меч над ее головой выпустил алую полоску света, пронзив воздух. Она считала, что эта ничем не примечательная нить была просто конденсированным трупным пламенем, и что огненные техники должны были ее задержать. Однако нить без сопротивления прошла сквозь огненные шары, и красный меч, полностью поглотив их магическую силу, и продолжила устремляться вперед, совершенно не замедлившись.
Женщина в черном тревожно взмахнула рукавом, выпустив маленький зеленый щит. Он светился ярким светом и сильно расширялся. Почти в то же время огромный меч над ее головой обрушился на серую нить. Женщина в черном считала, что, поскольку нить способна поглощать атаки духовной силы, физические сокровища должны быть в состоянии ее блокировать. Как и предполагалось, серая нить остановилась, врезавшись в огромный меч. Красивая женщина обрадовалась и подумала активировать способности меча, но затем серая нить внезапно рассыпалась на сотню копий, быстро двигаясь, чтобы удержать огромный меч. Затем нити вспыхнули с красным светом, медленно подавляя меч и превращая его в черный, как будто он был поврежден. Женщина также почувствовала, что ее умственная связь с мечом стала слабеть. Ее сердце ушло в пятки, и она, недолго думая, похлопала по сумке для хранения, вызвав колесом Дхармы в свою руку. Но прежде чем она смогла использовать его, чтобы освободить свой меч, раздался гром, за которым последовала вспышка ослепительной молнии. Золотой грохот ударил по серым нитям в грохочущем гневе и освободил большой красный меч. «Огромное спасибо, брат Хань», — поспешно произнесла женщина, сделав жест заклинания рукой, призвав меч себе в рукав. Освободив ее оружие, Хань Ли больше не обращал на это никакого внимания. Он смотрел в воздух, нахмурившись. Серые нити, которые он только что рассеял, вскоре сконденсировались обратно. Два других высушенных трупа еще не предприняли никаких действий. Женщина в черном при виде этого изменилась в лице, продолжая смотреть на серую нить в воздухе. Это не обычная трупная ци, а смертельная трупная ци. Неужели это призрачная демоническая нить? Побледнев, закричала она. Смертельная трупная ци. Хань Ли показалось это название знакомым, и, немного подумав, вспомнил, что оно упоминается в священных писаниях техники великого развития. Выражение его лица какое-то время колебалось. Это была грандиозная способность призрачного Да, свидетелями которой могли стать лишь немногие культиваторы. Как следует из названия, смертельная трупная ци изначально была просто трупной ци, но, слившись с желанием отмщения и новой смерти, появлялась так называемая смертельная трупная ци. Говорят, что смертельная трупная ци чрезвычайно сложна в изготовлении, при этом требовались как минимум трупы культиваторов, формирование ядра и другие неизвестные условия. Говорилось, что, когда она принимала свою форму, она была способна поглощать элементную ци и разрушать различные магические сокровища. Как и ожидалось для одной из величайших способностей призрачного Да, с ней было трудно справиться. Тем не менее, он никогда не слышал о призрачных дьявольских нитях, но, учитывая, что они были созданы из смертельной трупной ци, было неудивительно, что с ними было так хлопотно. Казалось, его божественная дьявольская молния могла на время рассеять, но не уничтожить. Пока Хань Ли размышлял над этим, все три трупа одновременно подняли руки и, щелкнув пальцами, выпустили серые нити. Женщина в черном глубоко ахнула и высвободила колесо Дхармы из своей руки, повторяя серию заклинаний. Колесо закружилось в воздухе, сверкая семицветным светом, накрыв ее и Хань Ли защитным барьером. Семицветный свет — буддистское сокровище. Хань Ли уже поднял руку с искрами молнии, но, увидев, что она начала действовать, он удивленно остановился. Нити ударили по семицветному барьеру, но их удары были полностью отражены. Хань Ли не был удивлен эффективностью барьера. Поскольку буддийские техники были специализированы на сдерживании призрачного Да, даже что-то столь злобное, как призрачные демонические нити, были не способны пробить буддийский свет в одно мгновение. Но что удивило Хань Ли, что старейшина секты дьявольского Да обладала буддийским сокровищем. Трупы не прекратили свою атаку, увидев, что их нити были отражены. Вместо этого они пошевелили пальцами, и бесчисленные серые нити начали обретать форму в воздухе, окутывая семицветный барьер слоями, как будто намереваясь заманить их в ловушку. Холодный блеск вспыхнул в глазах Хань Ли, и он хлопнул ладонями, выпустив две плотные дуги золотой молнии на поверхность светового барьера, защищающего их. С раскатами грома появилась сеть молний и мгновенно растворила серые нити. Три трупа, похоже, это совсем не волновало. Они просто выпустили из своих рук еще несколько призрачных демонических нитей и восстановили рассеянную форму серой ци. «Госпожа Чан, открой его!» С этими словами раздался гром в спине Хань Ли, обнажив пару серебряных крыльев. Она подумала переубедить, но, увидев крылья, она немедленно произнесла заклинание и создала отверстие в барьере. Взмахнув крыльями, и он исчез во вспышке серебряного света. Три трупа внезапно остановились при виде этого и начали осматриваться. Затем Хань Ли появился за трупами. Трупы мгновенно щелкнули пальцами и выпустили в него десятки серых нитей. Хань Ли не пытался увернуться, а лишь открыл рот, выплюнув три золотые полосы в направлении каждого трупа.